Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Я, ваш верный друг Саша Карельский, буду сегодня задавать вопросы недавно ворвавшемуся на YouTube реакционеру, который уже полюбился вам своими реакциями на творчество Димаша. Это профессиональный вокальный тренер, которого зовут Дима. Хотя вам он наверняка больше знаком под ником Сонор. В своих комментариях вы неоднократно писали, что вот на русскоязычном пространстве появился замечательный реакционер. Сделайте с ним интервью. А так как мы читаем все ваши комментарии и очень сильно вас любим, то не смогли проигнорировать вашу просьбу. Алга. Дима, привет! Очень рад видеть тебя на нашем канале. Мы все знаем тебя как профессионала. А ты бы мог немного рассказать о себе, чтобы мы познакомились с тобой поближе? Всем привет! Я Дима, мне 27 лет, и немножко подробнее обо мне. Я родился в Калуге и жил там где-то до 6 лет. Потом, чтобы пойти в школу, мы переехали к родителям мамы поближе. Это был город Брянск. И там уже я рос до самых 17 лет. Учился там в колледже, уже на дирижерском отделении. Мне не очень там нравилось, я хотел быть сольным певцом. Вот, я попытался поступить на сольное пение академическое, но меня не перевели в Брянском колледже. Ну и меня забросило в Нижний Новгород. Я попробовал поступить в консерваторию, меня не взяли. Ну, я был еще маленький. В итоге поступил в колледж Нижегородский. Там постоянно меняется название, то училище, то колледж, ну, не суть. Потом же поступил, собственно, в консерваторию Нижегородскую и учился там на также академическое пение. То есть я оперный певец. Но единственное, у меня не полное высшее, потому что я на 3-м курсе взял и ушел из консерватории, потому что меня не устраивали методы преподавания, если сказать по-простому. И занялся больше самообразованием. То есть я посчитал, что лучше искать педагога самому и заниматься с кем-то частно, чем быть при каком-то учебном заведении и постоянно портить себе голос. Работа на сопротивление — это, конечно, здорово, но, я думаю, век у певца не всегда большой, не всегда длинный, конечно, не как у спортсмена. У спортсменов еще короче, но тем не менее. Голос дается один раз, его надо беречь. Вот сейчас я просто преподаю частно, онлайн-уроки преподаю. У нас есть в Нижнем Новгороде хорошая рок-школа, я в ней преподаю вокал. Мне очень нравится. Чудесное занятие. Я могу себя назвать счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом. Мы поняли, что ты человек, который тесно связан с музыкой. А что для тебя музыка? Ну, собственно, я уже и сказал про то, как я отношусь к музыке. То есть для меня это, жизнь, я ей дышу. И если сказать конкретнее, приведу пример. Вот, люди же разные бывают. Кто-то воспринимает все на слух, кто-то визуально, кто-то чувствует больше. И если первый, тот, кто все слышит, слушает, воспринимает ушами, скажет: я слышу. Другой скажет, кто визуал, я вижу, а кто кинестет, скажет, я чувствую. Вот я скорее из первых. Ну, правда, не бывает чистых этих подтипов, но в силу такой профессиональной деформации я, конечно, аудиал. Правда, до 8 класса школы я ходил в художественную школу, и я немножко рисую. У меня есть еще визуальное восприятие, так что оно там перемешивается, и получается такая синестезия своеобразная. Как-то так. Музыку очень люблю, и я без нее себя вообще не мыслю, потому что, ты как-то чувственней становишься, чище, что ли. И я не разделяю музыку на что-то конкретное, на пение,
на инструментал какой-то. Нет, для меня все цельно. То есть я стараюсь играть и на инструментах. Я вообще изначально играл на акустической гитаре и бас-гитаре. Потом я осваивал электрогитару, когда учился в колледже, консерватории. Там в основном были фортепиано, рояли. Я играл на рояле. Обожаю на рояле играть. Вот. И сейчас я осваиваю скрипку. Очень классный инструмент, мне он очень нравится, сложный. Но я чувствую, что я расту как музыкант, когда занимаюсь на скрипке. Есть мечта освоить виолончель и орган, но это где-то к старости, видимо. Ты знаешь, в семье Диарс принято интересоваться, как произошло твое первое знакомство с творчеством Димаша. Отвечай. Я, чтобы ответить на этот вопрос, отмотал сообщение ВКонтакте очень далеко, и оказалось, что я с Димашем знаком уже с мая 2019 года. Мне ученик сначала сбросил ВКонтакт записи, разные видео, и восхищался им. Ну, я послушал, мне понравилось, как бы, и на этом все и остановилось. Я просто уже знал, что Димаш есть. А потом, когда я решил снимать реакции, я посидел и подумал, а с кого бы было хорошо начать, кто вот самый интересный. И я достал из памяти только одно имя, самое интересное, которое смог вспомнить. Это был Димаш. И, собственно, поэтому и начал я снимать на него реакции. Как бы идея у меня снимать не только реакции о Димаше, а вообще в целом, но людям очень понравилось то, как я их снимаю. И пока что я сколько могу радую их этим материалом. Потому что мне пока самому интересно разобраться, как он что делает, что использует. Может, я еще что-то не услышал. Вот я слушаю записи и ищу постепенно что-то для себя. А ты помнишь, какая песня Димаша была первая из услышанных? И какая песня на сегодняшний день самая любимая и почему? Ну, вот первая песня, которую мне ученик и скинул, наверное, с нее начался отсчет. Это «Любовь, похожая на сон». К слову, это любимая песня моей мамы. Очень так прозаично получается. Самая любимая моя песня у Димаша. Ну, послушал я, конечно, немного, но из всего, что я уже слышал, мне очень нравится «Олимпика». Ну, наверное, из-за того, что я очень люблю академический вокал, а там прям много очень такой симфонической музыки получается, хор на фоне. Димаш поет красивым академическим голосом. Вообще, вот, да, «Олимпика» моя любимая песня у Димаша. Мы с Иваном все время задаемся вопросом, почему так много профессионалов из разных стран делают реакции на Димаша, а в России и странах СНГ их значительно меньше. Как думаешь, почему? Ну, я достаточно молодой реакционер. У меня изначально блог на Ютубе заключался и пока что тоже заключается в образовательном материале, то есть сольфеджио и вокал. И для меня это тайна. Почему не хотят снимать о Димаше? Я, когда начал снимать реакцию на Димаша, я думал, что снимают про него все. Потому что объективно его интересно слушать. Я думаю, ну, значит, таких реакций много. Была мысль, что эти реакции мои затеряются среди всех. Но, как оказалось, реакционеров очень чуть-чуть. Я перед тем, как делать реакции, глянул буквально там, может, 1-2 реакции на Димаша и понял, что, ну, как бы люди позитивно к нему относятся. Здорово. А потом мне начали писать в комментариях, и оказалось, что есть и те, кто не очень его любит. Что для меня, в принципе, странно, потому что человек очень-очень музыкальный и здорово все делает, подает на высоком уровне техническом. Его нужно слушать, нужно обозревать. Для меня это тайна. У меня есть маленькое предположение свое, что, может быть, мало
реакционеров у нас по Димашу, потому что его не все до конца понимают. И я имею в виду больше техническую сторону. То есть, ну, включит человек запись, как-то покривляется, типа, ой, как потрясающе, как здорово. Я, во-первых, это не очень люблю, когда слишком яркие, наигранные эмоции. Так, наверное, реагируют только не самые психически здоровые люди, это первое. А второе — артисты, те, которые делают шоу. Вот. Возвращаясь к вопросу. Им, скорее всего, просто нечего сказать. То есть включит человек камеру, и кроме того, что покривляться, он ничего не сможет сказать. Потому что как это сделано, а фиг его знает. Потому что очень-очень получается самобытно. Столько накопил в себе Димаш, что сидишь и думаешь, как это вообще связать в своем голосе. Вот. А тут еще тебе нужно как-то это объяснить людям. Вот в данном случае в моих реакциях. Я, конечно, пытаюсь это сделать, насколько могу. И у меня немножко получается. Но, может быть, это получается не у всех. Я не знаю. Это просто мое предположение. Будучи вокалистом, скажи, видишь ли ты дуэт Димаша с кем-нибудь из артистов современности? Если да, то поясни почему. Я Димаша лично, сам субъективно, мыслю только как сольного певца. Я слушал его во всяких дуэтах. Не скажу, что в большом количестве дуэтов его слушал, но когда я вижу его, поющего на сцене, вот без еще кого-то, то он очень-очень интересен, он забирает все твое внимание. Но когда поет с кем-то, он растворяется в этом дуэте, это хорошо, но он теряет такую яркую индивидуальность, коей он и является. И дуэты штука вообще сложная. Есть как бы музыканты, которые солисты, а которые дуэтисты. И у кого что получается лучше. Вот как бы Димаш получается солист. И я не знаю, насколько дуэт может быть сложен для того, кто его будет создавать. Потому что Димаш задает высокую планку, и для человека, который будет петь вместе с Димашем, это своеобразное, ну, скажем, испытание. Ты должен показать свои самые яркие стороны, чтобы быть тоже выгодным наравне с ним, как минимум. А кто это может сделать, я не знаю, не хочу никого как бы принижать, поэтому я не буду говорить, кто что может, кто что не может. Но объективно, если делать какой-то дуэт с Димашем, то это первое. Большой плюс для самого Димаша как пиар, для того, кто будет с ним в дуэте, при условии, что организатор и кто спродюсирует эту песню, сделает песню хорошо и выстроит ее хорошо, чтобы показать равноценно лучшие стороны каждого. И чтобы они были еще и в балансе. Вот такая моя мысль по этому поводу. Дим, мне будет очень интересно узнать, в чем лично для тебя заключается уникальность Димаша. Ну, я это уже говорил большое количество раз. И скажу, повторюсь еще. Человек скопил в себе большое количество техник и развивает их все параллельно. И они все звучат очень хорошо. Очень чистый тон, чистый тембр у него получается. И в каждом абсолютно навыке. В штрабасе звучит чисто красиво. В основном его грудном голосе чисто. В головном голосе чисто красиво. В миксте, в фальцете, вот этом, в свистковом регистре тоже звучит чисто. И тоже, что интересно, у него очень запоминающийся тембр. Как бы вокалисту, солисту платят за тембр. Тебя узнавать будут по тембру. И его голос, в принципе, узнается, дифференцируется вот во всех его этих множестве голосов. Вот как бы тем Димаш и хорош. Даже, что сложно очень,
лично я слушаю, в каждом из этих голосов есть красивая вибрато. И, ну, это очень высокий уровень, потому что вибрато такой показатель качества техники у человека. И если вибрато не звучит естественно и красиво, то значит какая-то есть проблема. Вот у него в каждом из принципов, которым он поет, очень красивая вибрато. Вот в чем уникальность Димаша. А лично для меня, в чем его уникальность еще, он просто невероятно поет в свистковом регистре, и для меня это всегда удивление и тайна. Ну, конечно, не только для меня, но я его слушаю и понимаю, что он поет лучше вот этим свистковым регистром и естественней, чем многие сопрано, которые тоже поют вверху, в том же абсолютно регистре. Вот для меня это каждый раз удивление, насколько это звучит чисто, красиво и свободно. Вот такой интересный у нас есть певец Димаш. Ну что же, прекрасно. Спасибо тебе, Дим, что пришел к нам в гости. Друзья, если вы хотите продолжение беседы с Дмитрием, то пишите ваши вопросы. Мы обязательно с Иваном созвонимся, с Димой, и пообщаемся уже в формате беседы на те вопросы, которые будут интересовать исключительно вас. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Алга Петербург. Всем пока. Спасибо, что пригласили меня на маленькое интервью. Очень приятно. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.